Всем привет! Добро пожаловать на новый подкаст Russian Progress. Это подкаст для изучения русского языка, и я ваш хост Артем, полиглот, путешественник и просто интересный человек. И сегодня в этом выпуске подкаста я хотел бы с вами обсудить такую тему: стоит ли переходить на латиницу, стоит ли переводить русский язык на латиницу. Возможно, это немного абсурдный вопрос, потому что не стоит, наверное, но я просто хотел порассуждать на эту тему. Сразу скажу, что я не сторонник этого подхода, и вообще идея записать этот подкаст — это то, что я слушал другой подкаст на украинском, сейчас интересуюсь этим языком, слушаю, на самом деле все понимаю, благодаря польскому, то, что польский еще знаю. И вот как раз-таки там была высказана иная точка зрения, что переход на латиницу — это полезно, это классно, принесет кучу преимуществ. Вот. Так что я хотел выразить свою точку зрения на этот вопрос. Не буду вообще говорить сегодня конкретно о кириллице, об этом алфавите, о его истории. Это очень интересно, но не в этот раз. Просто мы с вами порассуждаем. И напоминаю, если вы хотите получить полную транскрипцию к этому и ко всем остальным выпускам, к некоторым выпускам доступен полный даже перевод на английский, также доступен экстра подкаст, дополнительный подкаст, то все это находится на Патреоне, ссылочка в описании, и это также возможность поддержать проект, за что огромное спасибо. Итак, переход русского языка на латиницу. На самом деле это сложно даже себе представить, потому что, все-таки русский язык довольно распространенный язык по количеству носителей, по количеству людей, которые на нем говорят, как на втором языке, по территориям, на которых он распространен, и, конечно, по количеству контента, книг, статей, видео, фильмов, сериалов. То есть русский язык — это огромный рынок. И можно сказать, что это закрытая система, которая не нуждается ни в чем. То есть, в принципе, все сразу же переводится на русский язык. Наверное, не все, но основные какие-то фильмы, книги, то есть все самое популярное, все самое крутое, статьи, это все делается сразу же на русском, точнее, переводится сразу же на русский. В этом случае ситуация, конечно, отличается от скандинавских стран, от Португалии, где я знаю, что люди смотрят фильмы на английском, то есть в оригинале, и просто снизу есть субтитры на португальском. Вот. В России это невообразимо, это даже люди платят за это, чтобы смотреть фильмы, и это позиционируется как материал для изучения, то есть приходите учить английский, там будет фильм на английском и субтитры. Вот, поэтому переход на латиницу не имеет смысла, потому что это уже как бы полноценный мир, который существует полностью на кириллице, и это первый такой пункт. Конечно, если эта страна поменьше, например, Украина, то, и особенно сейчас, когда Украина политически, я хочу подчеркнуть, наверное, хочет покончить с российским влиянием и больше устремиться в сторону Евросоюза, евроинтеграции, то это оправдано, наверное, но тогда вопрос, не является ли кириллица частью языка, частью культуры, именно украинского языка, украинской культуры. Я просто, честно, не изучал историю украинского языка и не знаю, когда там появилась кириллица. Вот. Но в случае с русским это главный основной алфавит. То есть мы никогда не писали на латинице, никогда не писали, насколько я знаю, на другом каком-то алфавите, на глаголице, может быть, перед кириллицей. Но все это еще церковные тексты.
Если говорить про уже что-то позднее, то это была исключительно кириллица всегда. И кириллица менялась, конечно, то есть при Петре очень сильные были реформы, преобразования, когда она стала больше похожа на латиницу. Ну и в целом при Петре много чего было перенято из Европы. Вот. Но почему я, например, противник такого перехода? Потому что, во-первых, это очень сложно будет. То есть я изучаю языки уже 8-9 лет. В основном это языки на латинице, это европейские языки. И мое восприятие слова на латинице и на кириллице — это совершенно две разные вещи. То есть мой мозг просто считывает вот так моментально на кириллице что-то, и на латинице, ну, а как это прочитать? А может это на английский лад, а может на польский, а может на турецкий, я не знаю. То есть в плане русском, так как это мой родной алфавит, я могу сразу же на русский манер, скажем так, прочитать, проанализировать и потом, может быть, как-то подкорректировать под местные особенности местной какой-то фонетики, если это Сербия, например, или Болгария. Но факт в том, что я сразу же просто на лету впитываю эту информацию, и, конечно, восприятие гораздо проще на кириллице. Поэтому, если бы русский язык перевели на латиницу, то это было бы больно для глаз, это было бы тяжело, по крайней мере, для моего и там последующего и старших поколений. Может быть, там через, не знаю, 100 лет это было бы уже нормально, вот. Но это первый такой момент. Ну и, конечно, есть страны, где используют два алфавита, например, Сербия, там есть и кириллица, и латиница, и это тоже очень хорошо позволяет тебе сравнить твое восприятие текста на латинице и на кириллице. То есть на латинице ты читаешь, и это боль, а на кириллице ты читаешь, и, в принципе, почти как на русском, просто ты не знаешь слова. Если бы ты знал слова, то ты мог бы примерно с такой же скоростью читать. Вот. Так что это первый пункт. И сюда можно добавить то, что, ну, во-первых, меня интересуют языки, которые пишут на кириллице. Я хотел бы вот поизучать болгарский, например, потому что вот эта простота, она очень привлекает. Я теперь понимаю, насколько легко, например, англичанам, ну, носителям английского языка, американцам учить, там, не знаю, какой-нибудь испанский, потому что вы сразу видите эти буквы, они очень простые для восприятия. Вот, наверное, это так тоже работает. И да, например, тоже... Блин, забыл, вылетела мысль из головы. Вот я не люблю вот так вот останавливаться, потом резать, монтировать, поэтому пока я думаю, буду говорить. Да, вспомнил. Казахстан. Вот у нас сейчас есть примеры стран, которые переходят на латиницу потихоньку. До этого это был Азербайджан, некоторые другие языки. Опять же, не буду углубляться, если интересно, посмотрите. Но я бы не хотел этого, то есть если бы мой язык переводили на другой алфавит, и даже если это в будущем принесет какие-то бонусы, то, что тебе проще будет понимать английский, проще читать на нем, ну не тебе, а твоим уже детям или внукам, тебе все равно будет это больно и тяжело. Ну или ладно, хотя бы вот это лично мой опыт, может быть у кого-то другое восприятие, но, короче, это такой жирный большой минус. Второй жирный большой минус — это то, что ты теряешь все-таки важную черту, какую-то вот культурную, именно культурный след какой-то, свой почерк, так сказать, именно то, что ты пишешь на кириллице. Все-таки латиница — это довольно банальный алфавит, он самый распространенный, и мне бы лично хотелось, чтобы мой язык, ну, раз уж он всегда писался на кириллице, пускай этот алфавит останется навсегда. Я бы не хотел, чтобы мы перешли на другой алфавит в пользу того, чтобы нам проще было учить английский или там европейские языки.
Это не проблема, в принципе, выучить другой язык, но все-таки я бы хотел, чтобы была какая-то альтернатива, было какое-то разнообразие, и чтобы, да, у нас был свой почерк. То есть не только, чтобы это выражалось в акценте, какой-то вот русский акцент, который есть, но и русское письмо. То есть это очень здорово, я это очень приветствую, и хотел бы, чтобы в мире было вообще больше языков. Грустно, что вьетнамский, например, пишется на латинице, а не на своей письменности старой. Это может быть тоже удобно, это как для изучения альтернативная такая альтернатива, например, тайский уже на тайском алфавите, вьетнамский, который очень похож на латиницы, то есть, в принципе, прикольно, но нет, я за разнообразие алфавитов, и я бы хотел учить, например, поизучать некоторое время иврит, и, например, ну, греческий я изучал, вот могу читать на греческом, и это просто невероятный кайф, уметь читать на разных алфавитах. Ну, когда ты учишь, там, не знаю, итальянский, испанский, португальский, польский, там, ну, это все, то есть не вызывает такого восторга. Особенно польский язык вызывает боль, когда ты читаешь на нем, и в этом плане я люблю еще очень кириллицу, что она минималистична, что вот русская, по крайней мере, письменность, русский алфавит, он не содержит в себе каких-то дополнительных знаков, каких-то там черточек, подчеркиваний и так далее. То, что есть в том же греческом, они ставят везде ударение, что очень удобно, но некрасиво. Или же польский, где постоянно какие-то там штучки добавляют, и это усложняет очень восприятие. И текст на русском очень приятно выглядит, минималистично и классно. Вот это, третий, наверное, уже бонус в пользу кириллицы, на мой взгляд. Ну и что еще? Ну и в целом я думаю, что да, эта альтернатива, она важна, она хороша, и я не за то, чтобы вливаться в какую-то другую культуру, а то, чтобы продвигать и распространять свою культуру, чтобы людям было интересно изучать русский язык и кириллицу, и даже вот на втором своем канале я знаю, что меня смотрят в основном иностранцы, но у меня название канала Артем Назаров, и оно на кириллице, потому что, возможно, кого-то это заинтересует, возможно, кто-то захочет узнать, как это читается, как это произносится, и, возможно, кто-то захочет учить русский язык. Ну и это часть меня. Конечно, я могу перевести на латиницу для удобства, но я оставляю это для самых любопытных, чтобы они там посмотрели, может, как это читается. Ну и просто это мое имя, оно пишется так. Вот, не знаю, что еще добавить. Такой забавный факт, есть два забавных факта. У нас есть один такой известный человек, это Иван Дорн, он украинец, но он пишет на русском, то есть не на украинском, на русском, в своем инстаграме на латинице. И я когда читаю, я такой, вау, нифига себе, то есть это похоже на какой-то славянский язык, но ты его понимаешь. Вот, то есть это забавно тоже, посмотрите, если интересно, я оставлю ссылку в описании. Иван Дорн, заплати мне за рекламу. И это необычно, да, то есть это прикольно, это забавно, но это даже в какой-то степени возмутительно, то, что в Ютубе сейчас, вот когда ты добавляешь субтитры, есть вариант на латинице и на кириллице, то есть это абсурд, то есть это даже невозможно представить, чтобы русский писался на латинице, это моя точка зрения. И второй забавный факт — это то, что на кириллице, понятно, что в России много разных языков, много разных народов, к сожалению, эти языки не особо используются, потому что русский главный язык медиа, язык там телевидения, радио, всего. И вот такие маленькие языки, они в основном тюркские, восточные, скажем так, они пишутся на кириллице, вот. То есть это вопрос тоже о влиянии. Понятно, что если ты живешь в России, если твой регион, твоя республика является территорией России, то, скорее всего, это будет на кириллице. И вот если уже за пределами России, там, например, Азербайджан, они тоже раньше писали на
кириллицы и потом после распада Советского Союза перешли на латиницу. Что, в принципе, логично, потому что они уже ближе к Турции, к турецкому языку, там пишут тоже на латинице, ну и к английскому. Вот. Ну, не знаю, что еще добавить. В общем, я за кириллицу, мне она нравится. Хочу, чтобы были классные шрифты на кириллице, хочу, чтобы ее любили, продвигали, чтобы в России больше ее использовали. Ну и, может быть, за пределами. Поэтому вот, изучайте кириллицу, это классно. Кириллица, респект. Спасибо, что смотрели, слушали. Ставьте лайк кириллице, подписывайтесь на канал, если не подписались, поставьте колокольчик. И если вам нравится то, что я делаю, если вам нравятся эти материалы, то вы можете поддержать проект на Патреоне. Буду очень вам благодарен. Спасибо еще раз и пока.